Друзья, всем доброго времени! Сегодня будем печь вкуснейший низкоуглеводный кето-пирог с лососем и шпинатом. Этот пирог – очередное доказательство тому, что выпечка на кето-диете может быть вкусной и аппетитной. Пирог у нас будет заливной, с тонкой песочной основой. Он получается очень сочный, нежный и мягкий, в то же время имеет приятную хрустящую корочку из песочного теста. Сейчас будем приступать к приготовлению, и я сразу хочу отметить, что я буду выпекать пирог в форме 26 сантиметров. Для начала займемся приготовлением основы для пирога. Для этого в миске смешиваем 200 грамм миндальной муки, 50 грамм кунжута, 15 грамм псилиума, 60 грамм мягкого сливочного масла, 1 яйцо и щепотку соли. Перемешиваем все ингредиенты, замешиваем тесто и выкладываем наше тесто в форму для выпечки. Тщательно утрамбовываем тесто, формируя при этом бортики примерно 1,5-2 см. Протыкаем основу вилкой. Выпекаем основу для пирога при 180 градусах 8-10 минут. Тем временем начинаем подготавливать начинку для пирога. Возьмем 100 грамм свежего шпината и нарезаем его. После этого нам необходимо обдать шпинат кипятком и тщательно его отжать руками. Вы должны постараться максимально отжать его, чтобы не было лишней влаги. «500 грамм свежего лосося режем на кубики, трем на терке 250 грамм твердого сыра, у меня моцарелла». Теперь готовим сливочную заливку. В отдельную миску добавляем примерно 300 грамм сметаны, желательно 30% жирности, 2 яйца и соль. Перемешиваем. К рыбе добавляем шпинат и добавляем немного заливки к начинке. Заливки нужно совсем немного, буквально для того, чтобы было легче размешать начинку. Можно посолить немного. Теперь размешиваем, равномерно распределяя шпинат. К заливке добавляем тертый сыр. Я оставила немного сыра из общего количества для того, чтобы сверху посыпать пирог сыром, но в принципе можно этого не делать и весь сыр сразу добавить в заливку. Размешиваем. Теперь на основу пирога выкладываем лосось со шпинатом. Все равномерно распределяем. Заливаем сметано-сырной заливкой. Также все равномерно распределяем, не выходя за бортики. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry, 'cause all we ever do is laugh it off. Также я сверху еще посыпала сыром. Выпекаем при 180 градусах 35 минут. Но помните, в любом случае во времени и температуре вы должны ориентироваться на вашу духовку. Итак, пирог готов. Я считаю, что этот рецепт определенно заслуживает внимания всех, кто придерживается низкоуглеводной диеты, так как он абсолютно беспроигрышный, в каком-то смысле универсальный. Отличный вариант для завтрака, обеда или ужина. Тоненькая корочка практически неощутима во вкусе, и поэтому пирог даже похож на запеканку. Для тех, кто не любит рыбу или хочет разнообразия, вместо лосося и шпината можно попробовать приготовить заранее обжаренной куриной грудкой с шампиньонами или ветчиной с шампиньонами. В общем, все зависит от вашей фантазии и предпочтений. Друзья, подробное описание рецепта вы найдете в комментариях под этим видео.